Я начал писать этот роман сразу после «Паранойи», и импульсом было многочасовые дискуссии, которые вел с коллегами по университету про феномен власти и в сочетании с Ницше. Мне интересно было, я чувствовал, я следил за политикой, политикой в регионе, но я чувствовал, что как будто бы любым текстом о политике не хватает какой-то глубины. И что выйти на эту глубину можно только если очистить политику от политики и посмотреть на какие-то глубинные человеческие основания того, что лежит в основе власти. И вот для меня было очень важно написать о власти в ницшеанском применении. Ницше, как мы помним, говорил о том, что воля к власти, инстинкт власти является одним из базовых инстинктов человека. Мне казалось важным посмотреть на волю к власти с другой стороны, со стороны того, кто подчиняется. Вот откуда берется инстинкт подчинения, как мы все подчиняемся. И да, конечно, это история про человека, оказавшись в очень сложной ситуации, выбирают продать свою душу и приобрести все блага мирские, и войти в какую-то группу людей, которые владеют Москвой в середине нулевых годов. И на этом пути он теряет себя, он теряет свою душу, он теряет свое сердце, он теряет свою любовь, он становится демоном просто. Но вот для меня это было очень интересно. В общем-то, мне кажется, что все революции мира, все захваты власти, все отношения с властью всегда строятся с того, что ты хочешь переустроить мир ради своих любимых, но в конце концов в процессе переустройства, чтобы удержать свои доминирующие позиции, ты становишься очень плохим человеком. Вот эта история про то, как человек во имя своей любви продал свою душу дьяволу с самыми благими намерениями. Продал себя не то чтобы дьяволу, но совершил некий набор не откатываемых назад поступков, которые убили в нем всякое человечное. Роман не мог происходить в Беларуси и не мог происходить в современности. Сценой для этого романа могла быть только очень могущественная страна с очень большим количеством денег и с очень сильно развитыми отношениями власти. Поэтому я сразу же решил, что буду писать не просто про Москву, но про Москву нулевых годов. Москва нулевых годов очень сильно отличалась от Москвы сейчас. Когда мы приезжаем в Москву сейчас, мы видим современное, более-менее европейский город, где нету подчеркнутого богатства, просто кричащей роскоши и очень наглой роскоши. Вот для Москвы нулевых это все было свойственно. Это был город греха в полном смысле. Чем больше дистанция от событий, когда-то произошедших до сегодняшнего дня, тем явственнее видны отличия, и тем явственнее, с другой стороны, видны те вещи, которые остались с тех времен. Вот отношение власти и феномен человека и предательства, феномен зла, он остался совершенно рядом, и он останется навсегда. Этот роман будет как бы актуален в этом своем смысле и после нулевых годов.